История Бухары. Эпизод 5. Болой Хаус. Испокон веков все крупные города на востоке имели отличительную особенность. И эта особенность была наличие Регистана, центральная общественная площадь города. В Бухаре тоже имелся свой Регистан, который располагался напротив цитадели Арк. В былые времена на территории Регистана были расположены многочисленные постройки, торговые ряды, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. мечети, дома и много другое. Из всего монументального Регистана Бухары до наших дней сохранился лишь ансамбль Болой Хаус, который расположен напротив крепости Арк. Комплекс состоит из мечети, минарета и хауза. Из ансамбля Болой Хаус первым здесь был сооружен водоем при правителе Эбул-Фейз-хане в 1712. В том же году по инициативе и на средства его матери Подшох-Биби, известной как Ситура-и-Мохихоса, построена и зимняя часть мечети. Спустя пару веков фасад зимней мечети был заслонен расписным айваном, летней мечетью на гипертрофированно вытянутых колоннах. Тогда же был выстроен минарет с отчим Ширином Мурадовым в 1917. Название Болой Хаус в переводе с таджикского языка означает «над прудом». Мечеть так названа, потому что построена над прудом. Этот пруд, собственно, дал название всему ансамблю. Как известно, на территории Средней Азии всегда были трудности и сложности касательно воды. Посему строили специальные искусственные водоемы, которые служили народу источником питьевой воды. Пруд комплекса Болой Хаус был одним из таких источников воды вплоть до 20 века и является одним из сохраненных хаузов среди 114 существовавших. Водоем имеет форму восьмиугольника и обложен мрамором. Размеры пруда по сторонам 16 метров 60 сантиметров. По краям 8 метров 10 сантиметров. А глубина состоит из 11 ступеней, каждая из которых по 35 сантиметров высотой. Сбоку площади возвышается минарет, который подражает композиции и кирпичному убранству минора и колонн. Эта малая башня эффектно сочетает миниатюрность, роскошь и изящество азиатского стиля. Есть также, что можно рассказать о башне. Долгое время оно находилось в слегка наклоненном положении и постепенно кренилось к земле. Это зрелище напоминало всемирно известную Пизанскую башню. Но при реконструкции в 2000-х сооружение было основательно укреплено и поставлено в строго вертикальное положение. И, наконец, мы добрались до изюминки комплекса Болой Хаус, к ее мечети. Мечеть имеет зимнюю и летнюю часть. Летняя часть – это роскошный, традиционный для восточной архитектуры айван, открытая веранда. Украшением мечети являются 20 изящных колонн, которые держат на себе деревянный навес. Колонны изготовлены из дерева и украшены искусной резьбой. Достойны внимания не только общие виды памятника, но и мастерски выполненные детали, сталактитовые капители стройных колонн.
Разнообразные мотивы живописи на мелкорельефном фоне плафона Айвана, резьба Пуганчу на ее стенах, хитросплетение геометрических орнаментов. В народе Болой Хаус также называют мечетью 40 столбов, но не потому, что они ошибаются в подсчете, а из-за отражения этих самых 20 колонн на водной глади водоема. Помимо вышесказанного, мечеть имеет 16 келий, 6 из которых на первом этаже, остальные на втором. В исламе подобные помещения называются худжра. Худжра – это малая комната в традиционной узбекской архитектуре, рассчитанной для одного или нескольких людей. Их строили с наружной стороны общественных зданий, таких как медресе, мечетях, мавзолеях и других святынях. В течение дня ими пользовались как учебные комнаты. А ночью в качестве комнаты для ночлега. Настало время увидеть нам зимнюю часть мечети. Зимний зал имеет несколько входов, и центральный вход установлен на восточной стороне. Также есть вход с юга и с севера. Первое, что привлекает глаза при входе, это михраб. Это ниша в стене мечети, ниша, которая показывает направление киблы и место для имама, дабы возглавлять совместные молитвы. Рядом с михрабом есть кафедра, где священник произносит проповеди. Вторая комната – общий зал, используемый для молитв. Зал оснащен системой вентиляции для подачи воздуха, также освещением. Для освещения и циркуляции воздуха используется дымовая вентиляция и сквозная, сделанная в куполе и над каждой дверью. Так что летом мечетью можно пользоваться с удобством, поскольку теплый воздух будет выходить через окна в куполе, а внизу поток воздуха будет поступать снаружи. Также в центре купола установлена подвесная люстра довольно большого размера, ибо он обеспечивает освещение ночью. Интерьер мечети Болой Хаус покрыт белым и синим цветами. По краям порталов нанесены каллиграфии, а внутренние части украшены настенной резьбой мукарнас, обеспечивающие структурную иллюзию восхождения и нисхождения. Западный мукарнас сильно отличается от трех остальных и покрашен разными цветами, ибо под ним установлен михраб, указывающий направление киблы. На стенах мечети установлены книжные полки и есть священная книга Коран. Ныне Болой Хаус комплекс – один из наиболее интересных зрелищ в Бухаре. Это была краткая история Болой Хаус. Будьте настроены, берегите себя, и мы скоро увидимся. До свидания.